Пешком мы туда не смогли добраться, но у нас же есть квадрокоптер, поэтому мы сейчас вам все же покажем, что там находится. Это было очень страшно, хотелось перекреститься 10 раз. Ну и какой Таиланд без ночного рынка? Конечно же, на Хочанге тоже есть ночной рынок. Какой курс при оплате картой Union Pay? Вот смотрите, что нас ждало на пути к самому дальнему пляжу на Чалонге, который называется Бот Чалет. Видите, все закрыто, даже вот такая вот какая-то проволока колючая. И это никуда не сдвинуть, ничего не сделать, тут никого нету. Также, видите, если вы захотите обойти стороной, то тут справа есть вот тоже бочки и колючая проволока. В принципе, можно пройти, да, но, не знаю, мне кажется, это будет немного рискованно. Не очень хочется рисковать. Хотя на Google картах нарисован прям очень красивый пляж. И если отсюда посмотреть, можно увидеть там такие статуи слонов. Почему мы еще не хотим там пролазить? Потому что там вот такая камера. Скорее всего, нас записывать не очень хочется попасть в сводки местной прессы. Обидно, очень обидно, потому что ехали сюда час, наверное, с нашего места жительства. Поездка сюда, конечно, это прям что-то с чем-то нереально экстремально. Если вы любите аттракционы, то вам наверняка понравится эта дорога, потому что постоянно вверх-вниз, вверх-вниз. Если до где-то середины острова можно было проехать по довольно широкой дороге, это было максимально как-то безопасно, то последние минут 25, не то что по двухполосной, наверное, полутораполосной, а последние минут 10, вот можно увидеть, там петух гуляет. Получается, ехали по одной полосе. То есть все машины, там байки, было довольно так экстремально. Я уже, в принципе, панганом научен, да. Первое место, куда я приехал на зимовку, был Панган, и я там учился кататься. Мне эти горочки, в принципе, в удовольствие. Но Маша, конечно, чуть другого мнения, потому что она сидит сзади, и этот байк чуть выше, чем PCX. И чуть уже тут сидушка, но она сейчас все расскажет. Я хочу добавить, что если вы не очень хорошо еще катаетесь на байке, то, наверное, сюда ехать не стоит. Ну, во-первых, сюда ехать не стоит, потому что, возможно, тут будет закрыто, а во-вторых, просто нереально экстремальная дорога. Причем на дорогу выходили кто только можно, там и собака за нами бежала, и какой-то кот вышел, еще в каких-то местах тоже петухи выбегали, потом обезьяны еще были. Короче, дорога полна приключениями, и в итоге вот такое вознаграждение. Ну ладно, поедем какие-то еще близлежащие пляжи. Это было очень страшно, хотелось перекреститься 10 раз, переплеваться, что зачем я, собственно, вообще поехала на этот остров. Потому что это было прям супер страшно. И даже панганские горочки по пути на Хадрин, они абсолютно ни в какое сравнение здесь не идут. Потому что я специально сняла, я не знаю, насколько будет там видно. И будет ощущаться, какие там крутые горочки были. Но это просто что-то непередаваемое. То есть ты едешь наверх, 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 прям очень резко. И у тебя тут же резкий поворот. А потом поворот в другую сторону. А потом резкий спуск. И он вот такой просто, такое ощущение, что градусов на 90. И я обычно, когда еду, я очень часто снимаю на камеру все, чтобы было видно дорогу и было понятно, как, собственно, ехать. Но тут я очень редко это делала, потому что единственное, что мне хотелось держать, это себя, чтобы просто-напросто не выпасть. Потому что когда ты едешь наверх, такое ощущение, что просто-напросто сейчас свалишься с этого байка. Если вы впервые там арендуете байк или у вас небольшой опыт вождения, то все-таки лучше вот на вот таких вот Санктео ездить и, собственно, не подвергать себя опасности. Какая тут природа, густая чаща с лианами, которые вот висят. Это вот последние километров 10-15. Вот мы наблюдали, конечно, такую красоту. Ну вот, мы добрались наконец-то до еще одной точки. Значится это место как место для кемпинга. Когда я смотрел жилье на Airbnb, именно тут показывала какую-то палатку. Причем стоимость ее была, сравни примерно как обычному жилью с кухней, со всеми удобствами. Там в районе 600-700 бат. Вот, можно массаж поделать, если вы любитель его. Могу отметить то, что такой ухоженный пляж, видно, за ним смотрят. И еще что хочу отметить, тут только иностранцы. Именно ценителей кемпинга, наверное, среди наших соотечественников нету. Очень спокойное тут море. Единственный минус, видите, с такими камушками.
И есть желающие искупаться. Будем мы тут купаться или нет, сейчас решим. Плавки с собой взяли. Ну и вот есть местечко, где можно посидеть и выпить какой-то коктейльчик. Но природа тут, конечно, завораживает. Посмотрите, как симпатично такие горы. Вокруг острова. После такой трудной дороги мы, наверное, в общей сложности ехали около часа. Когда попадаешь сюда, тут прям такое умиротворение, такая тишина, спокойствие. Можно себя вознаградить такой тишиной и красотой природной. Мы сейчас пройдем вот по ту сторону, посмотрим. Возможно, нам удастся выйти именно к тому пляжу, которым мы сейчас не смогли проехать. Ну и заодно покажем, что там. Очень интересное название у кафешки Коко Чача. Тут такие качели экзотические. Ну, тут место вот реально, как будто ты попадаешь в какое-то такое очень труднодоступное место. Ну, тут вообще вот просто ничего нет. Наверное, только на Пангане, да, мы видели, вот когда вот вообще ничего нет. Это вот где Хадрин, вот туда, на подступах. Не в самом Хадрине, а вот чуть-чуть дальше там отойти. Там тоже есть такие уединенные пляжи, где вообще ничего нету. Вот можно увидеть тай, которые тут подметают. И они же зовут на тайский массаж. Тут вода, к сожалению, уже не такая чистая. Видите, такая пенка. Маша пошла медуза-патруль делать. Говорит, медуз никаких нету, к счастью. Я обратил внимание, что очень часто именно такая вода, вот где рядом вытекает какая-то река. То есть, скорее всего, соседство вот с таким руслом сказывается тем, что вода такая не самая чистая. Вот тут места, конечно, удивительные. Вот тут где-то, если в домике поселиться, после там шумной Паттайи, да, или Пхукета и, конечно же, Бангкока, когда попадаешь сюда, тут просто тут растворяешься в этой природе. Но вот именно тут Коh Chang может соперничать с Панганом. Ну и вот мы, скорее всего, видим сейчас, что отлив. Красота, вот смотришь, когда она такое... На рабочий стол, вот на компьютере. Просто вот фотографируй и сохраняй. Наше любопытство вот привело еще к таким домикам. Мы все хотим найти дорогу, но, похоже, дороги нет. Мы вот нашли еще такие резотики, да, где люди живут. Ну все, дальше мы уже, наверное, не пойдем, потому что непонятно, куда нас приведет и можно ли тут вообще ходить. Ну вот мы дошли до той точки, куда нам не перебраться, именно в то место, куда мы сейчас не смогли доехать, потому что тут, скорее всего, был мост, и он сейчас разрушен. Вот можно увидеть эти бамбуковые палки. Скорее всего, мост был именно тут. Я не знаю, как случилось так, что он разрушен. Может, стихия вмешалась, как всегда. Может, просто он был очень старый и со временем разрушился. Но можно увидеть, что вот там есть такой мост, тоже он сильно ветхий. И видно вот именно тот отель, который в виде корабля. Мы вот хотели его посмотреть, он красивейший. Возможно, там закрыта дорога, потому что один из отелей временно закрыт. Вот. Я так полагаю, что остальные отели тоже закрыты. Но единственное, никакого оповещения в Google картах об этом нет. И, видимо, чтобы люди там не ходили, там не брали имущество и так далее, то, собственно, дорогу закрыли. Очень жаль, потому что мы хотели исключительно посмотреть, как там выглядит пляж. Возможно, он какой-то красивый и стоит внимания. Пешком мы туда не смогли добраться, но у нас же есть квадрокоптер, поэтому мы сейчас вам все же покажем, что там находится. Может быть, там вообще какая-то база. Сейчас найдем площадку, где запускаться, и будем смотреть красоту. Хотя и тут, смотрите, какая красота.
вернулись в самое начало. Хотел показать вам, смотрите, какой необычный бассейн. И тут такие уже домики, ну, более-менее цивильные. Видно, что они не из дешевых. И вот если вы хотите с комфортным, максимально в уединении отдохнуть, вам надоело там Паттайя, да, то вот это вот то самое место, где вы, наверное, поймаете дзен. Но единственное, пляж, наверное, тут не самый прям запоминающийся. Тут есть множество пляжей, где вода намного чище. Ну вот мы добрались до Кон-Кой-Бич. Я его немного даже с квадрокоптера задел. Ну вот мы только что пришли оттуда, прошли по этой косе. Ну вот можно увидеть такое умиротворение, что-то вот знаете, из, опять же, повторюсь, панганского. Ну вот никуда не деться, вот прям похож он. Иногда даже подписчики писали, что, ребят, очень интересно будет посмотреть ваш обзор про Ко Чанг, потому что вы любители пангана, вам наверняка будет есть чем сравнить. Ну вот сейчас мы понимаем, что да, действительно очень похоже. Тут можно увидеть, что вытекает русло реки и соединяется вот с морем. Я не очень такие места люблю, хоть наверняка вода и может быть чистой, да, но тем не менее, сейчас мы поближе подойдем, и я вам покажу почему. Ну вот такая водичка немного темная. Непонятно, это водоросли или по какой причине. Но тут люди купаются. Вон можно арендовать какую-нибудь лодочку, катамаран или даже какой-нибудь каяк или матрас. Мне вот из всего, что мы сейчас тут видим, очень нравится вот там вот какой-то такой вот мостик, и на тот остров можно перебраться. Там какие-то такие речные трамвайчики. Ну что, более детальный обзор пляжа. Паша говорит, Медуза патруль. На самом деле тут достаточно интересно в плане рыбок. Вон, посмотрите. Можно с маской здесь поплавать, и я думаю, что найти много всего интересного. Единственное, вода абсолютно непрозрачная, потому что сюда вытекает две реки. Именно плавать здесь не очень удобно, потому что везде камни, и можно там случайно оступиться и, наверное, упасть. Лично, как по мне, такой не очень пляж, и мы сюда ехали чуть с другими ожиданиями. Вообще мы сюда приехали по наводке какого-то интернет-сайта, где было очень много информации по Ко Чангу. И об этом пляже было написано, что он претендует на звание самого лучшего. Если честно, мы бы так не сказали. Но мы посмотрели фотографии 4-летней давности, и, скорее всего, там, в это время он действительно мог бы претендовать на звание лучшего. Но сейчас определенно нет. Поэтому очень важно искать в интернете информацию более актуальную. За большое количество времени может случиться все, что угодно. И как мы, например, приехали на вроде бы самый лучший пляж, но он оказался не таковым. Ну, именно пляж и вода, я с Машей согласен, толком не покупаться, не проплыть, везде камни, да, он мелкий. Но вот атмосфера тут очень даже неплохая. Прям экзотика, какие-то такие бунгало, шезлонги, где-то можно дальше пройти, там вообще ни души нету. То есть для любителей там медитации, йоги, каких-то ретритов, наверное, прям вообще пляж будет на первом месте. Но для любителей какой-то такой чистой водички, белого песочка, наверное, на последнем месте. Ну ладно, это не последний пляж в нашем списке. Мы покажем еще другие, и вы скажете, какой был лучше. Смотрите, по пути домой мы заехали в такое кафе Раставью, так называется. Смотрите, тут уже сидит котик с таким ожерельем красивым. Он тоже смотрит на красивый вид. Вид, конечно, невероятный. Да, и вот тот самый причал, о котором я говорил. И там уже какая-то местная деревушка, практически на воде. То, что мы сейчас видим, это деревня Банбао, и она является также рыбацкой. Она находится вдоль пирса, и, что удивительно, здесь магазины, рестораны и бунгало стоят на сваях. Ну и вот такой вот вид, смотрите, невероятный. Вот люди сидят, отдыхают, красота. Это вот местный диджей, наверное, сидит. И что удивительно, смотрите, тут Харлей, но почему-то его закрыли. Также есть машина, такая древняя, предревняя. Ее можно открыть, посидеть, пофотографироваться.
Ну и также такие древние, одни из первых мотороллеров, скорее всего, выпускавшихся в Таиланде. Вот, Rasta View. Очень такая атмосферная кафешка. Если бы мы, конечно, пораньше приехали, мы бы тут посидели. Но ладно, главное, что мы вам показали. Также есть второй этаж, где можно отдельно от всех сесть и смотреть на этот вид с более высокой, как говорится, колокольни. Ну и какой Таиланд без ночного рынка? Конечно же, на Хочанге тоже есть ночной рынок. Сейчас 6 часов, он открывается где-то в районе 5. Ну и вот можно увидеть уже вовсю жар. Очень хороший жар. Рыбка на любой вкус и цвет. Можно такую взять в фольге, приедешь домой, и она еще будет теплая. Есть шейки по 30 бат, какие-то по 40. Фрукты можно свежие купить тут. Если хотите где-то просто перекусить, покупайте такую. Сели там, остановку сделали, перекусили. Это вообще, конечно, супер. И мои любимые шпажки. Это очень вкусно, потому что это такой шашлычок. Тут есть ананас, помидор и еще лук и еще что-то. Ну, очень свежее, все сочно. Еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть острое. Но острота это, она, знаете, такая не критичная, то есть будет даже приятно. А вот эта вот свинина, она в таком кисло-сладком соусе, ну, чаще всего просто в сладком. И непонятно, вы едите или конфету, или свинина. Видите, как там идет приготовление секретных специй. Все улыбаются, радуются. Вот, получается, вдоль дороги, ну, буквально тут метров, наверное, 40 состоит этот рыночек. Он небольшой. Смотрите, какая хаски. Привет. Ну и все, дальше кебаб. Hello. Ну вот, бананы по 20 бат, по 30. Мы идем за нашей шпажкой, сейчас ее сделают. Маша хочет успеть на закат. Мы хотим еще одну кафешку показать, довольно симпатичную, на одном из пляжей. Очень похоже этот рынок. Есть рядом с Патонгом пляж Калим. Там вот тоже, когда на подъезде к Патонгу, там вдоль дороги стоят такие вот рыночки, где можно приобрести различную еду. Ну и вот, сейчас мы пришли в кафешку, но заката сегодня, по-моему, не будет. Я доедаю шпажку, она просто невероятно вкусная. Она еще добавила какой-то соус, очень вкусный, томатный. 33 удовольствия. Вот тайцы так вот любят животных своих. Закат нас, к сожалению, сегодня не порадовал красотой какой-либо. Мы зашли в кафешку на берегу White Sand Beach. Мы тут уже были днем, показывали целый обзор. А вечером это выглядит вот так. Видите, такие фонарики горят, так симпатично все, как на Бали. Ну и отлив, как на Бали. Прям дежавю такое. И тут очень симпатично так все сделано. Такой барчик, где можно посидеть. По-моему, тут еще происходит иногда фаер-шоу. Да, вот там огонь горит, но сегодня его не будет. Сейчас расскажем, какой мы взяли пад-тай, насколько он вкусный, и можем смело порекомендовать вам этот бар. Вы часто нас просите порекомендовать какие-то классные кафешки с невысокими ценами, где можно вкусно поесть и полюбоваться видом. Поэтому эту кафешку мы рекомендуем. Сюда уже заходим второй раз. Здесь есть как и различные морепродукты. Например, гребешки вот здесь вот можно заказать за 140 бат. Там будет где-то примерно 9 штучек. Вот небольшая порция мидий стоит 120 бат. Вот такие цены на морепродукты. Это весьма хорошие цены для кафе на берегу моря. Ну вот тут есть, видите, различные блюда, том-ям с морепродуктами. Тут уже, конечно, подороже, но те блюда, которые там пад-тай. Смотрите, тут даже бургеры есть.
обратил внимание, они часто бывают. И также можно заказать ну, вот на завтрак какие-нибудь там яичницу, кофе, то есть у вас будет там целый набор, куча всего, даже апельсиновый сок. Это очень удобно. Если где-то тут рядом остановился, пришел, вкусно покушал, пошел целый день купался, лежал на шезлонге, вечером пришел, поел пад-тай и вообще счастливый, довольный. Пошел еще на какой-то там маркет, да, взял блинчик, поел. Вот можно видеть, что пад-тай с морепродуктами 90 бат, и еще очень вкусное блюдо. Пад сию, мы его прям полюбили, оно тоже очень вкусное. Поэтому мы рекомендуем, да? Ну и вообще мы вот уже, можно сказать, весь остров проехали вдоль и поперек в прямом и переносном смысле. Тут одна единственная дорога ведет на весь остров, но, к сожалению, она не кольцевая. Если была кольцевая, было бы намного удобнее. И можем сказать, что вот именно White Sand Beach на данный момент пока что самый такой удобный пляж, в том плане, что тут есть места, где много всяких баров, много шезлонгов, много всяких кафешек, даже есть ночной рынок. Но если вы пройдете до конца пляжа, мы вам показывали, то можно найти абсолютно безлюдное местечко, где чистейшая вода, вообще никого нету. И также тут очень рядом находится Big C, Tesco и Макро. То есть все в пешей доступности, очень удобно. Если вы прям не хотите там брать байк или все-таки взяли байк, но хотите там совсем чуть-чуть поездить. Этот район, это место, наверное, одно из самых таких удобных. Но имейте в виду, что тут такое более-менее активное место. Если вы найдете жилье, то, скорее всего, совсем уж тихо не будет, в отличие от где арендовали мы. Вот, смотрите, нам принесли, это называется Pad See Красота просто нереальная, запах непередаваемый. Это блюдо очень похоже на пад-тай, только здесь нету орешков и здесь нету проростков. И получается здесь еще побольше различных овощей. Если вы хотите что-то не острое, то всегда можете рассчитывать на это блюдо. Ну и вот, можно заметить, что именно в этом кафе можно приобрести это ребрышки, а это шашлык. Посмотрите, какие огроменные куски. Это вот то, что я взял, только раза в 4 больше. И тут же вам вот на гриле это все приготовят, причем приготовят бесплатно. Тут же вон гребешки, ну вот то, что мы видели в меню, да, вот гребешки за 140. Одна порция, это вот 9 штучек. Ну, в принципе, нормальная порция. Ну, мидии побольше, но они и поменьше. Еще что мне нравится в Таиланде, это мы сейчас сидим, пьем кофе, и в этом кафе не было никаких абсолютно десертов, но рядом есть ночной рынок, и самое смешное, что кофе на вынос они не делают, вот, а по идее приносить в кафе что-то свое нельзя, но мы спросили, можно ли принести с рынка, собственно, десерт, они такие, да, без проблем, и вот это мне нравится, что с тайцами всегда можно договориться. А сейчас вернемся к нашей любимой рубрике, которая была раньше в наших выпусках. Это последние новости Таиланда. Начнем с самой обсуждаемой новости последних дней. Это то, что власти Таиланда, скорее всего, могут ввести обязательные ПЦР-тесты, а также въезд по сертификатам о вакцинации. Причем новые правила должны уже вступить с 9 января 2023 года. Все это должно произойти, конечно же, из-за того, что открываются границы с Китаем. А это произойдет 8 числа, то есть сегодня. И вот какие правила готовятся на данный момент. Все туристы старше 18 лет должны будут предъявить соответствующий документ, паспорт о вакцинации. Самое главное, чтобы он был сделан после 2 обязательных вакцин. Срок давности паспорта значения не имеет. Подходит как спутник В, так и спутник Лайт. Справка, подтверждающая выздоровление от ковида, полученная не менее чем за 180 дней до вылета. Справка об медотводе, подтверждающая о том, что вакцинация противопоказана туристу. Дети до 18 лет допускаются в страну без сертификата о вакцинации. Самое главное, что они должны быть на английском языке. Новости поступают одна за одной, буквально вот каждую минуту. И вот буквально сейчас пришла новость о том, что помимо предъявления сертификата нужно будет сдать ПЦР-тест по прибытии. Об этом сообщает Azur Air. Более подробно список документов мы опубликовали в нашем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. И каким будет окончательный список документов для въезда в Таиланд, мы, конечно же, расскажем в следующем выпуске. А сейчас хотели бы рассказать о том, какой курс при оплате картой UnionPay. Напомню, у нас карта от банка «Солидарность», и она рублевая. Вчера была у нас покупка на 800 бат, и сегодня я зашел в мобильный банк, чтобы посмотреть, какая сумма списалась, и получилось 1766 рублей 81 копейка. То есть получается, что курс 1 бат равен к 2,2 рублям.
О том курсе, который был в начале октября 2022 года, можно уже забыть. Напомню, он был 1 к 1,7. Следующая новость гласит о том, что Corona Pay вернулась для российских пользователей. Об этом мы узнали благодаря нашему подписчику. Для обладателей тайских карт перевод на их карты теперь будет намного легче, чем это было ранее с помощью Binance. Напомню, последний где-то год мы пользовались Binance для того, чтобы перевести на тайскую карту. Сейчас с русской карты можно при помощи приложения Corona Pay перевести на тайскую карту. Единственное но, не со всех банков РФ это можно сделать. Со Сбербанка у нас не вышло, а вот с Тинькофф прошло и очень легко. Переводили мы $50, получилось 3667 рублей 65 копеек, чему равно 1734 бата. То есть получается 1 бат равен 2,11 рублей. Расскажите ваши наблюдения по оплате и переводу денег. Какие у вас карты и какой курс выходит? Спасибо за просмотр видео. Если оно было интересно и полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!